Привет, Сергей. Смотри, сколько здесь брошюр. Привет, Анна. Да, в агентстве очень много вариантов. Я люблю путешествовать по плану, с гидом. Так удобно, когда все заранее организовано. А мне нравится импровизация. Поехать куда захочу. Без расписания, только карта и настроение. Ты не боишься, что заблудишься в незнакомом городе? Нет, мне даже интересно искать дорогу самому. В турах все ясно. Гостиница, экскурсии, транспорт. Можно расслабиться и не думать о деталях. Но иногда тур слишком строгий, мало свободы. Хочется самому выбирать, что смотреть и когда. А если вдруг нет билетов или все занято? Всегда можно найти что-то по пути или спросить местных. Я не уверена, что смогу все найти сама. Особенно в другой стране, например, в Италии. В Италии люди дружелюбные, помогут туристу. В прошлом году я была с тургруппой в Санкт-Петербурге. Экскурсовод рассказывал интересные истории. Я ездил в Казань сам, искал кафе, гулял без маршрута, открыл для себя много маленьких ресторанов. Наверное, так тоже интересно. Много свободы. Но я люблю безопасность и комфорт. Я понимаю, организованные туры– это удобно, но иногда хочется приключений и новых встреч. Может быть, когда-нибудь попробую твой способ. А я, может, попробую поехать с группой. Тогда все будет просто, особенно для первого раза. Главное– путешествовать и получать удовольствие. Согласен, главное– новые впечатления и радость. Спасибо, Сергей. Теперь я подумаю о разных вариантах. Спасибо тебе, Анна, было приятно поговорить. Петр, ты часто смотришь криминальные документальные фильмы? Да, Ольга, мне очень интересны такие фильмы. Почему они тебе нравятся? Там всегда загадки. Мне нравится разгадывать преступления вместе с детективами. Я тоже люблю узнавать, как расследуют дела. Ты помнишь фильм про дело в Москве? Да, помню, там было очень сложное расследование. Я удивлена, сколько улик нашли полицейские. Иногда кажется, что все как в настоящей жизни. Ты когда-нибудь хотел быть следователем? В детстве я действительно мечтал стать полицейским. Здорово! Я всегда хотела работать с архивами. В фильмах часто показывают работу с документами. Это правда. Без документов не найти преступника. Ты знаешь, многие такие фильмы основаны на реальных событиях. Да, это делает их еще интереснее и страшнее. У меня иногда мурашки по коже от историй. Но после фильма я всегда чувствую себя нормально. А мне иногда трудно засыпать после страшных сцен. Я обычно смотрю комедии после таких фильмов. Какая твоя любимая криминальная программа? Мне нравится «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Да, я тоже люблю эту передачу. Очень интересно рассказывает. Ты предпочитаешь советские или современные расследования? Современные сюжеты мне нравятся больше. В них часто используют новые технологии. Да, современная полиция работает с компьютерами и ДНК. Это помогает быстрее находить преступников. А тебе не страшно смотреть такие фильмы один? Иногда страшно, но я люблю острые ощущения. Давай сегодня выберем новый криминальный фильм вместе. Отличная идея. Мне с тобой веселее смотреть. Я приготовила чай и печенье.
Это поможет расслабиться. Спасибо, Оля, с тобой любой фильм приятнее. Привет, Илья, можно поговорить с тобой? Конечно, Ольга, о чем ты хочешь поговорить? Я хотела обсудить одну важную тему. Какую тему? Расскажи. Ты замечал, что в нашем офисе мало женщин-руководителей? Да, я тоже это заметил, это странно. Мне кажется, есть немного сексизма в нашей компании. Почему ты так думаешь? Некоторые коллеги не слушают женщин на собраниях. Мне жаль это слышать. Я думал, у всех равные права. На словах – да, но на деле бывает иначе. Наверное, я редко обращал на это внимание. Иногда это не видно сразу. Женщины тут часто не получают сложные проекты. А как ты думаешь, почему так происходит? Иногда есть стереотипы, что мужчины сильнее. Но ведь компетенция не зависит от пола. Конечно, не зависит, но стереотипы – это проблема. Согласен, это несправедливо. Я думаю, что надо больше говорить об этом. Хорошая идея. Может быть, организовать встречу? Можно попробовать или сделать статью для офиса. Я помогу, если тебе нужна поддержка. Спасибо, Илья, это очень важно для меня. Для меня тоже. У меня есть сестра, она сталкивалась с этим. Да, она тоже работает в офисе? Да, в Новосибирске. Там похожие проблемы. Жаль, что это так часто происходит. Но вместе мы можем изменить ситуацию. Спасибо за понимание, Илья. Я всегда рад помочь. Давай не будем молчать. Договорились. Возьмем по еще одной кружке чая. С удовольствием. Обсудим идеи за чаем. Дмитрий, ты заметил, как часто мы смотрим в телефон? Да, Анна, я тоже это замечал. Просто привычка, наверное. Я иногда беру телефон, даже если нет сообщений. У меня также. Иногда просто смотрю экран без причины. Интересно, зачем мы это делаем? Наверное, просто скучно. Или хочется что-то узнать. А раньше мы больше разговаривали за столом. Это правда. Сейчас часто молчим из-за телефонов. Иногда я ловлю себя на том, что жду уведомления. Я тоже жду, что кто-то напишет в мессенджере. Смешно, что мы сидим рядом и все равно смотрим в экран. Да, мы даже иногда переписываемся, сидя вместе. Помнишь, как раньше мы вечером пили чай и болтали? Конечно, было очень уютно и весело. Может, стоит устроить вечер без телефонов? Отличная идея. Попробуем сегодня вечером. Да, давай, обсудим все, что давно не говорили. Хорошо. Только надо предупредить друзей, что я не отвечу. Я тоже напишу подруге Оле, чтобы не переживала. Ты когда начал так часто смотреть в телефон? Наверное, когда купил смартфон. Это стало привычкой. Для меня телефон – удобство, но иногда он мешает. Согласен. Новости, соцсети – все затягивает. А ты помнишь свой первый телефон? Да, это была простая Nokia. Только звонки и СМС. Теперь все по-другому. Телефон стал частью жизни. Иногда хочется отключиться и просто поговорить. Давай попробуем сейчас. Уберем телефоны на столе. Давай. Вот, я убрал свой. Я тоже. Теперь мы можем спокойно поговорить. Спасибо, Анна. Это хорошая перемена. Да, мне уже нравится. Как прошел твой день? Андрей, почему мы снова стоим у открытого холодильника?
Не знаю, Марина, просто хочется что-то съесть. Я тоже, но я совсем не могу выбрать. Вроде бы есть колбаса, но хочется чего-то другого. У нас еще есть сыр и сметана. Может, сделать бутерброды? Я уже сегодня ела хлеб. Может быть, что-то легкое? Например, салат или йогурт? Посмотрю, а вот йогурт есть клубничный. Но мне что-то не хочется сладкое. А что насчет овощей? Огурцы и помидоры еще есть? Да, вот огурцы и пара помидоров на нижней полке. Можно нарезать их и добавить немного укропа. Хорошая идея. Но мне нужна еще рыба или мясо. Вчера была рыба, а сегодня у нас курица. Правда, вот вареная курица. Сделать салат с ней? Отличная мысль. Добавь яйцо, если хочешь. Яйца как раз есть 3 штуки. Тогда доставай все, будем резать вместе. Минутку. Сначала проверю срок годности йогурта. Андрей, мы ведь вчера покупали его. Точно. Значит, все свежее. Ты тоже всегда открываешь холодильник и смотришь. Да, я думаю, вдруг появилось что-то новенькое. Это смешно. Холодильник чудес не делает. Но иногда приятно просто смотреть на еду. Иногда кажется, что все уже ели 100 раз. Верно. Завтра нужно купить что-то необычное. Может быть, лосось или новые овощи? Можно приготовить что-то по рецепту из интернета. Согласна. Но сегодня салат из курицы и овощей. Согласен, давай готовить. Иван, ты взял паспорта? Да, Анна, они уже в сумке. Спасибо. Не хочу искать их в последний момент. Я согласен, поездки требуют много подготовки. Вроде бы отпуск, а мы так устали от сборов. Да, каждый раз одно и то же. Чемоданы, билеты. Сколько одежды брать? Погода ведь меняется. Я взял кофту и футболки. Думаю, этого хватит. А купальник? Не забудь, что мы едем к морю. Конечно, я уже положил плавки. Ну вот, молодец. Я еще не выбрала платье. У тебя всегда красивые платья. Выбери любое. Спасибо, Иван. Но хочется что-то особенное. Ты взял зарядки для телефона и фотоаппарата? Ой, чуть не забыл. Сейчас положу. Без фотоаппарата не будет красивых фото на память. Ты права. Кстати, ты купила солнцезащитный крем? Да, он в косметичке. Еще я купила Панаму. Супер. А книгу для пляжа взяла? Конечно. Какой же отпуск без книги у моря? Мне бы тоже взять что-то для чтения. Возьми детектив. Ты их любишь. Хорошая идея, Анна. Спасибо за совет. Ты уже проверил билеты и бронирование отеля? Да, все в порядке. Наш самолет утром. Мы встанем очень рано. Надеюсь, не проспим. Я поставлю будильник на 2 часа раньше. Правильно. Лучше не рисковать. Ты нервничаешь перед поездкой? Чуть-чуть. Я всегда волнуюсь из-за чемодана. Не переживай, мы все успеем и ничего не забудем. Спасибо, Иван. Вместе все делать проще. Сергей, посмотри в окно, сколько сегодня туристов. Да, Анна, здесь стало очень многолюдно в последнее время. Я помню, 5 лет назад было гораздо тише. Раньше можно было спокойно гулять у собора. Теперь все делают селфи и шумят на площади. Мне иногда не хватает уюта старого города. А тебе не кажется, что даже кафе переполнены?
Согласен. Сегодня мы долго искали свободный столик. Я люблю наш город, но туристов стало очень много. Иногда хочется найти тихий уголок и просто сидеть. К сожалению, даже музей теперь полон посетителей. Я недавно пыталась зайти в музей. Огромная очередь. Люди приезжают из разных стран, чтобы все увидеть. Это хорошо для города, но жителям стало неудобно. Согласен, жить здесь непросто из-за большого потока людей. Ты помнишь, как мы ходили на прогулку зимой? Да, было мало людей и очень спокойно, красиво. Наверное, зимой сюда приезжает меньше туристов. Да, большинство предпочитает лето и солнце. А ты был когда-нибудь в Питере летом? Был, там тоже много туристов у Эрмитажа и Невы. В крупных городах везде одинаковая проблема. Может быть, стоит искать менее известные места. Я согласна. Например, маленькие деревни или природа. Там можно спокойно отдыхать без толпы. Иногда мы забываем про красоту рядом с домом. Точно, у нас вокруг много интересного и без туристов. Может, на выходных поедем в Загорье? Отличная идея. Там тихо, природа и мало людей. Тогда договорились. Я очень жду этой поездки. И я. Иногда нужен отдых от городской суеты. Пусть здесь красиво, но иногда лучше быть подальше от толпы. Доброе утро, Илья. Как ты спал сегодня? Доброе утро, мама. Я не очень хорошо спал. Ты выглядишь усталым. Что случилось? Вчера я поздно лег спать и долго не мог заснуть. Может быть, это из-за кофе? Ты пил кофе вечером? Да, я выпил чашку кофе после ужина. О, Илья, кофе мешает спать ночью. Правда? Я думал, только крепкий кофе влияет. Нет, даже обычный кофе может нарушить сон. А если пить кофе утром, это не опасно. Утром можно, это помогает проснуться и быть бодрым. Я люблю аромат свежего кофе по утрам. Я тоже, но после обеда лучше пить чай. Иногда хочется кофе и вечером. Это привычка. Лучше заменить его на травяной чай вечером. Ты, наверное, права, но мне сложно отказаться. Попробуй хотя бы пить меньше кофе на ночь. Хорошо, я постараюсь. Может быть, помогу своему сну. Когда ты плохо спишь, ты плохо себя чувствуешь днем. Да, сегодня утром я встал очень уставшим. Может, попробовать пить кофе только до обеда? Ты всегда пьешь кофе утром и днем, да? Да, после 3 часов я пью только чай или воду. Это хороший совет. Я хочу быть бодрым без кофе. Можно есть яблоко или пить воду для энергии. Спасибо, мама. Я попробую твои советы. Я рада помочь. Главное – здоровый сон, Илья. Ты когда-нибудь сама плохо спала из-за кофе? Да, когда я училась в университете, много пила кофе. Тогда я часто не могла уснуть ночью. Вот видишь, значит, твой опыт поможет мне. Конечно, сынок, будь осторожен с кофе вечером. Андрей, ты когда-нибудь сталкивался с травлей в школе? Да, Анна, в 5 классе меня часто обижали одноклассники. Это ужасно. А что они делали? Они смеялись над моей одеждой и дразнили меня. Ты говорил об этом учителям или родителям? Я стеснялся, боялся, что станет только хуже. Я тебя понимаю, у меня была похожая ситуация. Правда? Что случилось у тебя?
В школе в Петербурге некоторые девочки не принимали меня в группу. Я часто сидела одна на переменах. Ты чувствовала себя одинокой. Да, мне было очень грустно и страшно. Ты рассказывала об этом дома? Маме, но я не хотела ее расстраивать. Она сказала, что все пройдет, если не обращать внимания. Мои родители тоже так говорили. Но обидно, что взрослые иногда не понимают. Согласна. Нам самим приходилось справляться. Как ты перестал быть целью травли? Я записался в секцию футбола и нашел друзей. Здорово. Спорт правда помогает найти поддержку. Да, вместе играть намного веселее, чем быть одному. Я записалась в танцевальный кружок. Это тоже помогло. Получается, творчество и спорт объединяют людей. Точно. С друзьями жизнь становится лучше. Иногда я думаю о тех детях, кто до сих пор страдает. Им нужна поддержка и доброе слово. Может, нам стоит иногда рассказывать свою историю. Это хорошая идея. Так мы можем помочь другим. Ты молодец, что не сдался тогда. Спасибо, Анна, ты тоже сильная и добрая. Спасибо, Андрей. Я рада, что мы можем поговорить об этом. И я рад. Важно делиться такими воспоминаниями. Привет. Можно к вам присесть? Я только что приехала. Конечно, присаживайтесь. Вы в первый раз в нашем городе? Да, я недавно переехала в Санкт-Петербург из Польши. О, здорово. Я Сергей. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Анна. Мне тоже приятно. Город красивый, но большой. Да, сначала немного сложно. Уже нашли жилье? Да, я сняла маленькую квартиру рядом с метро. Это удобно. Вам нравится район? Да, тихо и много магазинов, но никто меня не знает. Да, понимаю. Мне тоже было трудно найти новых друзей. Я еще плохо говорю по-русски, иногда стесняюсь. Ничего страшного, ваш русский уже хороший. Спасибо. А вы давно живете здесь? Я живу в Петербурге 5 лет, тоже переехал из деревни. И вам было сложно сначала? Очень. Все было новым, улицы, люди, работа. А как вы нашли друзей? Я начал ходить в курсы, на встречи и в кафе. Хорошая идея. Я тоже ищу языковой клуб. Есть хороший клуб в центре, могу показать. Спасибо, я буду рада. А как вы привыкли к погоде? Нелегко, часто идет дождь, но теперь мне нравится. Я купила уже зонт и теплую куртку. Правильно, без этого в Питере нельзя. А как найти любимое кафе? Здесь так много мест. Советую это кафе. Вкусный кофе и уютно. Спасибо, мне нравится. Здесь можно просто посидеть. Да, а еще есть скидки для новых клиентов. Правда? Это приятно. Здесь все добрые. Да, главное не бояться общаться с людьми. Спасибо, вы мне очень помогли советами. Обращайтесь, если нужна помощь. Удачи в новом городе. Спасибо. Может, увидимся здесь снова? Конечно, с удовольствием. Я всегда рад новым знакомствам.